Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел рассказать вам о такой замечательной программе, как FreeFileSync. Эта программа необходима для синхронизации или бэкапа ваших файлов с одного места в другое. Это может быть с одного диска на другой, с SSD на HDD, на FTP сервер или облачное хранилище. Я пробовал разные программы, такие как GoodSync, Google Диск, Яндекс.Диск, Mega, Dropbox, OneDrive и другие, но лично мне ничего из этого не подошло. GoodSync больше платная программа, и бесплатная ее версия слишком ограничена по функциональности. Остальные же в свою очередь использовали большее количество ресурсов компьютера, вися в фоне и потребляя около 300 мегабайт оперативной памяти, что я считаю слишком много для того, чтобы изредка проверять и обновлять файл. В поисках истины я все же смог найти необходимое мне решение. И этим решением оказалось FreeFileSync. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступное на Windows, Mac и Linux. А сейчас я вам продемонстрирую, как настроить эту программу и что она может. Вот так выглядят мои настройки в Windows. Слева сверху находятся сохраненные конфигурации, а рядом справа диски, которые синхронизируются на два облачных диска, в моем случае на Google Диск. Я выбрал именно синхронизацию в обе стороны, а не бэкап. И к слову, тут можно настроить так, как вам необходимо, в мельчайших деталях. Сейчас я продемонстрирую это на Linux. Нажав на зеленый плюсик, можно добавить новый раздел. Это может быть папка, файл или целый диск. Нажав на обзор, можно выбрать то, что вам необходимо синхронизировать. С левой стороны выбираем, куда мы это делать будем. На новый жесткий диск или же в облако. Я добавляю свой Google Диск, необходимо авторизироваться, а также можно выбрать отдельную папку в своем хранилище. Сохраняем свои параметры в удобное вам место. Далее нажимаем на кнопку рядом «Сохранить как пакетное задание» для того, чтобы автоматизировать наш процесс синхронизации файлов. Ставим галочки «Запустить свернутым» и «Автоматически закрывать». А также можем выставить галочку напротив «Игнорировать ошибки», чтобы в случае чего программа вас не отвлекала. Но это по желанию. Также можно выставить, чтобы по завершению процесса система уходила в спящий режим или завершала работу. Нажав на «Сравнить», программа проводит сравнение файлов и по завершению предложит обновить, удалить или заменить файлы и папки. В настройках можно выбрать вариант замены по дате и размеру, содержимому или только по размеру файла, автоматический повтор, фильтр, приоритет сторон, а также создать свой вариант, нажав на выборочно. После применения всех необходимых настроек нужно нажать «Синхронизировать». В моем случае под кнопкой написано «В обе стороны». Не обращаем внимания на ошибку, у меня конфликт доступа к примонтированному диску, у вас такого не будет. После чего пройдет инициализация и синхронизация. Ждем завершения процесса. Все зависит от количества и размера выбранных данных. И готово. Далее, чтобы не заходить каждый раз в программу и не нажимать «Сравнить» и «Синхронизация», можно добавить наш конфиг в планировщик или в автозагрузку. Для этого надо зайти в Real-Time Sync, файл, открыть, выбираем наш конфиг, который мы только что сохранили, убираем облачные диски, они нам тут не нужны. Можем выбрать промежуток времени, через который произойдет проверка и обновление. Я оставил по умолчанию 10 секунд. Далее необходимо сохранить наш автоматизированный Real-Time конфиг, после чего можно смело нажимать «Старт». Для того, чтобы добавить наш файл в автозагрузку, в Windows необходимо перейти в проводник и ввести shell startup, чтобы быстро перейти по пути C, User, ваше имя пользователя, AppData, Roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup и добавить туда файл с нашими настройками. В описании под видео я добавлю инструкцию, как добавить синхронизацию в реальном времени в автозагрузку для Linux. Ну а на этом у меня все. Пишите, какими программами пользуетесь вы. Также можете предложить тему для следующего видео. Обязательно оцените это видео, подпишитесь на канал и всем спасибо за внимание.